какие бывают доски, какие материалы использую. Я сам произвожу доски садху, на них также стою и постоянно улучшаю их материал и, в принципе, чертежи все постоянно улучшаю. Доски сделаны вручную, с любовью, я всю душу укладываю в них, так что будут, я думаю, и обзорчик будет отличный. Так, почему стоит слушать меня? Потому что я сам стою на досках и также их произвожу, изготавливаю. Итак, есть... Давайте начнем из формы. Я, в принципе, подытожу в конце. А сейчас расскажу из формы. Самая популярная форма сейчас это вот такая капсула или овал. И вот такая. Есть также вот такой формы я делал. Вот котейка. Вселся, греется. И вот такая форма. Такой формы еще в Украине не было. Я ее сам придумал, сам начертил, изготовил. Ну, эти формы, в принципе, стандартные. Так, дальше у нас пойдет разговор о размерах. Есть вот размер увеличенный, вот это на 47 размер. Вот такая тоже увеличенная. Ну, это идет и это стандартные до 45 размера. Вот эти все тоже до 45. Это 47 размер тоже. Есть маленькая, уменьшенная, увеличенная и стандартная. В принципе, тоже выбирайте себе по размеру, потому что вы же, например, девушка из 38 размером ноги, не покупаешь же себе 45 или 47 туфель. Так что подбирайте тоже по размеру. Гвозди бывают медные, вот как в этой доске. Вот медь, полностью медные. Есть оцинкованные плюс медные, это комбинированные. Также здесь сейчас это тоже медные. И вот давайте в этой покажу на примере. Оцинкованные гладкие, короткие, оцинкованные винтовые длинные. На практику, в принципе, не влияет длина гвоздя, а форма, не форма, ну и в принципе форма тоже винтовой или гладкий тоже сильно не влияет. На вес влияет длина гвоздя, на вес доски. Учитывайте, если надо там доску постоянно возить, то берите, например, по размеру ноги и какие-то поменьше гвозди потоньше. Например, вот эта доска, она идет тоньше. Вот такая тоньше и легче. Это идет толще. Потом расстояние между гвоздями. Это шаг гвоздей, так называемый. Вот здесь 10 миллиметров. В принципе, это один из самых важных параметров, который надо учитывать при выборе доски для начинающего. Это уровень сложности. Допустим, вот такая доска. Вот тоже две одинаковые доски, но шаг разный. Вот на этой будет сложнее стоять, потому что здесь 15 миллиметров. 15, а здесь 10, в какой-то 11,5 был, в какой-то 12. Ну, в принципе, чем меньше шаг, чем больше гвоздей, тем легче стоять. Но я рекомендую 10 миллиметров стоять. Расположение гвоздей, у меня, в принципе, сейчас только правильное расположение гвоздей. Это цветок жизни. Вот видите, в основе цветка жизни лежит равносторонний треугольник. Между каждым гвоздем одинаковое расстояние. Есть ромб и квадрат, но я их уже давным-давно не делаю, так что не могу показать вам. Так, по поводу материала. Материал бывает разный. Фанеру я не использую. Когда-то пробовал ввести как дешевый бюджетный вариант, но мне он не понравился, и я решил убрать. Сейчас у меня остался дуб, ясень и термоясень. Дуб и ясень светлые. Термоясень больше всего имеет преимущество. Например, фанера, говорят, что она ее не крутит, не ведет,
Но из практики могу сказать, что у нее есть большой минус. Она, если влагу возьмет, она расслаивается. А это еще хуже. Там идут слоями вот так. Ну, в принципе, если знаете фанеру, то вот видите, что здесь натуральное дерево и рисунок натурального дерева. Может быть еще фанера шпанированная. На вид будет здесь как дерево, но там будет шпон по контуру. Такую тоже не рекомендую брать. И фанера тоже, в принципе, ведет. Дуб, можно, в принципе, и дуб брать, но мой фаворит сейчас термоясень. Вот такого цвета он имеет. Может быть чуть светлее, как вот этот, чуть темнее, светлее. Ну, в принципе, этот вообще красиво смотрится. Стараюсь, если там гравировка, так использовать более светлый. Ясень имеет, термоясень, вот такой темный термоясень, имеет множество преимуществ. Он не берет влаги, не крутится временем, нет там плесень не заводится, не гниет. Ну, очень-очень много преимуществ. Если интересно кому, я прикреплю ссылочку в описании. Там я когда-то расписывал. По поводу покрытия. Покрытие идет у меня масло-воск. Раньше использовал, вот эта старая доска у меня, раньше использовал лак, но она на вид, вот это из ясеня, и вот такой формы делал. Но она на вид как будто бы дешевый какой-то китайский, это для меня так, какая-то китайская мебель дешевая или как-то так. Но вот сейчас я начал использовать термоясень, такая дорого очень она выглядит, такая шикарная доска. Вот это похоже на красное дерево чем-то. Дальше есть динамические доски. Вот. Они двигаются по высоте. Вот. Если надавить, они подвижны по высоте. Это динамические, анатомические их называют доски. Они захватывают больше площадь на поверхности стопы. И также есть вот обычные, они жесткие туда. Так, а по поводу формы еще хотел сказать вот такую. Делаю это, мне нравится. Ну, давайте подытожим, в принципе. Если будете брать, то рекомендую... вот за эту еще не сказал, извиняюсь. Вот, это как бы самый бюджетный вариант. Есть кто делает, ну и я так раньше делал, что они не входили в пазы. Вот если без пазов, то очень большая вероятность того, что даже не очень большая вероятность, а 100% они поцарапают противоположное дерево. Потому что гвоздь сам не затупится, потому что он прочнее дерева, плотнее, тверже. И он будет, когда будете закрывать, она будет ерзать по дереву и поцарапает дерево. Вот такие не рекомендую брать. И они, в принципе, эти, если складываются, они более транспортабельные, или как там перевозить их, мобильные. Ну и вот эти тоже доски. Я, в принципе, не показал, как они выглядят в закрытом состоянии. Вот такая доска в закрытом состоянии. Также вот, допустим, эту закроем. Ну, да, еще забыл упомянуть. Вот эта сумка-коврик. Такая тоже я сделал. Пока открываю. Там гравировку, в принципе, любую делаю. Вот под клиента делал. Вот. Виктория. Ее текст. В принципе. Вот это сумка, коврик идет защитная такая. Если кому надо, обращайтесь, ссылочку оставлю на Инстаграм. Будут вопросы, задавайте. Это мое, можно сказать, первое видео в YouTube. Так что пишите вопросы, отвечу. С вами был мастер Попович Николай, производитель досок Садху в Украине. Натуральное дерево и натуральные материалы.